Привезла немножко вкусного курочкам. Самые шустрые подпрыгивают и делают в кульке дырку. Видите, что творят? Это осталась каша немного. Как бы вам показать? Немножко каши осталось, смотрите. Очистки после приготовления салатов. И немного, когда варила яйца, яичную скорлупу. Вот, смотрите, еще даю яичную скорлупу после отварных яиц. Гнезда у меня с яйцесборниками, поэтому яичная скорлупа можно давать. Я даю. Ну, редко, но даю. И еще немного осталось. Это хочу дать и шелковым, и другим курочкам. Ну ладно, здесь их побольше. Добавлю, наверное, сюда еще немножко. Вот. Добавлю немножко, потому что их здесь больше курочек все-таки. Любят такое все вкусненькое. Конечно, зерносмесь надоедает все время одно и то же, одно и то же. Сюда тоже, смотрите, даю. Вот так, скорлупа яйца в первую очередь съедают. Поэтому у меня подозрение, что они все-таки едят свои яйца. А вот что происходит, когда в теплице жили куры. Вся пшеница, которую они потеряли, которую они раскидали, вся пшеница всходит. И всходит она в самом ненужном месте. Там, где она не должна быть. Она заглушила всю редиску. Вот там, где ее нету. Вот редиска прекрасно растет. А там, где взошла пшеница, смотрите, вот здесь практически всю редиску она загубила. Это пшеница. Вот пшеницы нет, есть редиска. Ну вот так вот. Поэтому сижу вот так вот. И потихоньку хотя бы немножко прорежу там, где уже посадки есть. Вот в некоторых местах уже и перец я высадила. А там, где перец еще не высажен, там, в принципе, можно сапкой это все дело сделать. А где уже есть посадки, вот смотрите, это ранняя капуста. Здесь обязательно надо прополоть, потому что она вытянется и толка не будет. Вот здесь вот, где капуста, все обязательно нужно вот так вот убрать. Вот. Конечно, эту всю пшеницу с удовольствием съедят куры. Но вот времени на вот это все дело, конечно, нет. Сейчас куры полакомятся пшеницей.
Ну и вы хотите, да? И вам сейчас дам. Чистая пшеница. Пойду еще нарву. Этого, как говорится, на один зуб. Сразу хочу пойти посмотреть, есть ли яйца, чтобы наметить себе план работы. Мне очень многие зрители написали, что мне нужно закрыть низ этого домика сеткой. И вот, чтобы не терять время, я сейчас пойду посмотрю, несутся ли эти красавцы в гнезда, или же все-таки под домик несутся. И буду что-то делать. Так, давайте сейчас вместе посмотрим. Ну, тут, конечно, картина не поменялась. Прошло 3 дня, и все равно яиц я не вижу. И растекшегося желтка тоже в гнездах нет. Значит, все-таки несутся под гнездами. Там вот очень много таких ямочек, углублений. Вот, смотрите. Вот такие ямочки. И сейчас я эти все ямочки закрою. Посмотрю еще внутри, что тут. Ну, спать приходят они сюда. Помет. Видите, есть, лежит в гнездах. Заходят в гнезда. Так. Смотрю, желток нигде не растекся. Ничего нет. Вот прямо вот во всем домике нету признаков, что где-то разбитое было желток, вот яйцо. Ничего похожего нет. Помет и стружка. И бункерная кормушка. Вот такая бункерная кормушка у них в помещении. И здесь вот тоже насыпана зерносмесь. Все, буду закрывать низ.
Вот и все. Вот так вот я спереди еще поставила сетки под лестничкой. Вот такую узенькую, коротенькую. Здесь кусок. И с другой стороны точно такой же кусок. И, естественно, все скрепила между собой. И как вы думаете, кого-то я там закрыла, когда это делала? Конечно. Зашли туда курочки, я себе монтирую, тут все делаю. А потом смотрю, а там под домиком 3 курицы сидит. Естественно, закрыла. Вот, ну пришлось переделывать немножко. Очень удобны эти сетки, они меня так выручают все время. И на огороде где-то опору сделать, и на огурцы, и на горох поставить. И в курятнике перегородку сделать, если нужно. Очень хорошая штука. Вот такие вот арматурная сетка. Классная штука. В хозяйстве пригодится. Пару штучек надо всегда иметь. Оставила им проход. И тут проход, чтобы могли вокруг ходить. И здесь оставила проход. Тоже, чтобы могли проходить спокойно. Ну вот теперь и посмотрим. Все, спрятаться некуда. Под домиком все закрыто. Спрятаться никто нигде не может. Все, вся банда в сборе. Будем ждать теперь яйца в гнездах. Марс, тебя гладить? Гладить тебя, да? Вот так вот, вот так. Вот такой Марс. Вот такой он. Вот такой он красавец. Вот такой. Вот. Надо его на лето подстричь, чтобы ему жарко не было. Привезу расческу и вычешу его всего. Вот он. Хороший, хороший. Мамаша спит. Красоточка. Маруся. 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 Хозяйка двора. Следит за порядком. Все слышит. Марс. Марс. Пойдем за яйцами. Марс. Идем собирать яйца. Или мне самой сходить? Пойду собирать яйца сейчас. Пришла за ведром. Я пришла собирать яйца. Наконец-то вольер уже подсох. Уже хоть можно ходить здесь. Смотрю, что зерно еще есть.
Давайте глянем, сколько съели зерна мои куры за 3 дня. Помните, я вам показывала в прошлом видео. Вот так. Видите, как сыпется зерно? Подсыпается, куры выгребают себе. Вот здесь едят. И из бункера подсыпается зерносмесь. Вот, видите? То есть, имея такую бункерную кормушку, не обязательно в каждый свой приезд подсыпать сюда зерно. Можно это делать по мере необходимости. Так, а я с ведром иду в курятник. И сейчас уже, по крайней мере, приятно ходить по вольеру. Уже вот так вот все подсохло. Курочки у меня вот 2 курочки квохчут, но никак не садятся. Вот это у меня будущая наседка. И вот та беленькая в песочнике. Бегают по вольеру, квохчут, но не садятся. Заходим в курятник. Гнезда не убирала, ничего здесь не убирала и хотела вам показать. Вот так вот выглядит курятник в день моего приезда. Везде помет. Это нормально, это естественно. Шли дожди, куры сидели в основном в курятнике. Сейчас я быстренько это все уберу, почищу и соберем яйца. Ведро уже есть, а гнезда не готовы. Заглядывать в гнезда не буду. Открою вместе с вами. Ну все, вот так вот шпателем все почистила. Вот, все чисто. Остаются вот такие пятна. Ну, это помет. Помет есть помет. Все, и вместе с вами открываю. Я еще не смотрела. Так. Смотрите. Все показываю как есть. Ага, смотрите, что-то здесь происходит. Вот особенно вон там вдалеке, смотрите. Вот где яйца все. У меня в курятнике, когда меня здесь нет, конечно, яйценоскость моих кур считать это не объективно. Потому что, вы сами понимаете, мои куры, возможно, несутся все 20 из 20 каждый день. Но яйца до меня, естественно, в целости все не доходят. Я это все прекрасно понимаю, поэтому, когда я показываю сборы яиц, я делаю на это все скидку. Когда собираю яйца, я понимаю, что это не все яйца, которые снесли мои куры за дни моего отсутствия. И вот смотрите, покажу вам. Вот оно что-то происходит. Смотрите, сколько мусора натаскали. Были ливни у нас, грязно в вольере. И вот это все, вот этот мусор в гнездах становится причиной того, что куры могут есть яйца. Яйца могут есть не только куры, но и коты. Вы знаете, я вам рассказывала и показывала. Потому что снесенное яйцо задерживается на мусоре и остается в гнезде. Естественно, курица его может съесть, это яйцо. Вот такая вот история. Такое может быть. Это не исключено. Поэтому я все показываю вам, чтобы вы видели, как есть. Вот так вот, когда было грязно, вот так наносят куры мусор с лапами. Естественно, яйцо, которое снеслось, скатиться не сможет. Оно будет лежать, задерживаться на этом мусоре. Но это, конечно, издержки ведением лично моего хозяйства, когда я приезжаю раз в несколько дней.
Но это ни в коем случае не должно вас останавливать в желании изготовить себе такие гнезда. Даже если вы живете рядом с курочками и можете каждый день прийти забрать яйца, все равно вот такие гнезда должны быть. Делайте такие гнезда. Вы придете и просто заберете целое яйцо. Так как у меня куры живут сами, то вот такие случаи бывают. Я показываю вам все сборы яиц у меня в курятнике, и вы сами можете увидеть, такое бывает нечасто. Такое бывает иногда, и вот уже куры начали есть белок яйца. Вот такое бывает, но не часто. Конечно, всегда хочется знать причину вот такой ситуации, такой истории. В данном случае я могу только догадываться, что происходило в этом гнезде. Начало капать яйцо, все куры сбежались. Давайте быстро соберу эти яйца. И, скорее всего, начну вот с этих вот, ну вот, смотрите, сколько яиц. И начну собирать вот именно эти, которые в желтке. Потому что у меня сейчас куры сразу начнут из ведра хватать их, эти яйца. Так, и, естественно, вот это все нужно вытирать и мыть. Поэтому, когда я считаю яйценоскость своих кур, я прекрасно понимаю, что в моей ситуации считать яйценоскость... Боже, какое большое яйцо, классное. Смотрите, огромное. Интересно, сколько оно весит. Поэтому в данном случае считать яйценоскость не объективно, потому что мои куры, возможно, снесли гораздо больше яиц, а уже те, которые мне удалось забрать, то эти я вам и показываю. Вот смотрите, яйца нет, вот яйца нет, вот яйца нет. А еще какие съели яйца, и еще какие-то съели куры яйца, тоже не исключаю такой вариант. Естественно, прибавляется работы, потому что это гнездо нужно мыть. Вот, забираю эту скорлупу. И вот, смотрите, тут еще как минимум 2 яйца. У меня здесь в кладовке чего только нет. Даже есть вот такие салфетки. Поэтому я вот так вот накрою, чтобы мне сейчас не терять время и помыть только те яйца, которые испачканные. То есть, чтобы они мне не запачкали чистые яйца. Вот так. Ой, какие классные яйца. То есть я вот в таких ситуациях не расстраиваюсь, потому что я знаю, что ничего поделать я не могу. Это такое будет, такое может быть. За мой многолетний опыт содержания кур на удалении, на расстоянии, чего я только не видела, я уже ко всему привыкла. И, естественно, сейчас это быстро уберу и помою, потому что на следующий раз мне надо оставить здесь чистые, абсолютно чистые гнезда. Ну и вот смотрите, сколько яиц.
Возможно, кто-то считал, пока я собирала. Но я даже зрительно вижу, что яиц больше, чем было за прошлые 3 дня моего отсутствия. Здесь опять 3 дня моего отсутствия. Это только от старых моих кур. Ну и не считая яйца, которые мы вот так вот потеряли. Это все издержки содержания кур на расстоянии. И вот такие ситуации ни в коем случае не должны вас останавливать от желания сделать такие гнезда. Я всем рекомендую такие гнезда. Это очень хорошие гнезда, которые уберегают яйца от поедания, несмотря на вот такую ситуацию. Эта ситуация бывает очень редко. И на эту ситуацию есть объяснение и есть причины. И все равно я всем рекомендую такие гнезда со скатом в яйцеприемник. Все, гнезда я убрала, помыла, почистила. И теперь они готовы к принятию следующих яиц. И надеюсь, в следующий раз такого уже не будет. Такое случается, но редко. В данном случае повлияло то, что грязно на улице, и с лапами куры принесли много-много грязи в гнездо. И в гнезде уже яйцо задержалось и стало добычей кого-то. Или курочки, или Маруси. Вкусное было яйцо? Идемте в соседний вольер к молодым курочкам. У старых кур мы уже собрали. Эта барышня сидит все время на кормушке сверху. Это курочка, которую я привезла от родственницы. Вот. Это ее любимое место. Сидеть вот здесь вот на кормушке. На бункерной кормушке. Так, в этом вольере в прошлый раз было не очень по яйцам. Посмотрим сейчас. Смотрю я что-то на Ломан Сэнди, и у них появилось много вот таких черных перышек. Раньше было где-нигде черное перышко. А теперь смотрите. Вылезло много перышек черных. Это не грязь. Так, открываю вместе с вами. Сама еще не смотрела. Даже вот стрейч-пленку задрали. Но вот смотрите, в этих гнездах молодые куры на крышке не гадят. И она у меня служит просто, так вижу, бутафорией как бы. Ну, немножко, может быть, пачкают, но не так сильно. То есть, я так понимаю, что молодые куры у меня на гнездах не спят. Так, открываем гнезда. Смотрите, и так интересно. Несутся, наверное, вот сюда и сюда. Вот, напротив. Ну, вот это одно яйцо отсюда. А тут совсем нету. Ну и вот можете увидеть, как считать яйценоскость кур, если в прошлый раз здесь, по-моему, 6 яиц было. А вот сегодня за тот же самый период вот сколько. Давайте посчитаем. 2,
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, смотрите. А сегодня это 12 яиц. А в прошлый раз, по-моему, 6 или 7 было. То есть практически в 2 раза больше. И это буквально вот в прошлый раз. И вот смотрите, кажется, что это яйцо грязное, а на самом деле оно не грязное, оно чистое. Вот, смотрите. Здесь посмотрим верхние гнезда. Надо уже мне эту планочку помыть, хорошо с ёршиком прийти. Запачканная сильно. Вот, смотрите, одно яйцо еще и сверху. Вот. И уже полное, смотрите, полное ведро. И уже полное ведро. Вот как считать у них яйценоскость? 3 дня назад это было одно количество, а сегодня это уже другое количество. Какая яйценоскость? Хорошая или плохая? На мой взгляд, это непонятная яйценоскость. Иду в третий загончик за яйцами. Нет, мне помогать не надо. Мне помогать не надо. Отходите. Здесь у нас металлическое гнездо. Давайте будем смотреть, что снесли нам. Что снесли нам. Ого, класс. Так. 2 яйца марана. Наконец-то. Наконец-то курица одумалась. Что там происходит? Вот так вот кричит уже час вот эта курица. Она или снестись не может, или что такое. Очень сильно кричит, вот уже полчаса, наверное. Вот эта курица. Что такое? Ты чего кричишь? Так. И тут. А тут, по-моему, на 2 яйца меньше. По-моему, если я не ошибаюсь, уже мне ложить некуда. Уже яйца будут выпадать. Так. Красота. Смотрите. Полное с вершком ведро. И смотрите, что я заметила. Что я заметила? Смотрите, видите, в гнезде солома. В гнезде солома. Это какая-то курица будет скоро квочкой. Натаскала сюда соломы уже. Видите? Эта курица таскает солому видеть гнездо. Но так как у нас гнездо это со скатом яйца в яйцеприемник, внизу вот такой вот, кстати, не забыть бы мне его закрыть. Ага, здесь нужно немножечко убрать, вытрусить эту клеенку и закрыть. Так как у нас это
гнездо со скатом яйца в яйцеприемник, то вот эта солома, которую они туда таскают, может нам помешать. Вот может произойти то же самое, что и с предыдущим гнездом. То есть солома забьется вот туда в скат, попадет в гнездо, в самое вот там крайнее место. И яйцо, которое упадет по задней стенке, вот сюда, оно на этой соломе задержится. И когда оно задержится оно вот там в конце гнезда, то курица спокойно сможет расклевать яйцо. То есть вот это лишний мусор, солома в гнезде не должна быть. Как бы нам не хотелось, чтобы курица села на яйца, она должна принести соломку, намастить гнездо. Но, к сожалению, в таких гнездах это все нужно убирать, потому что это все приведет к тому, что яйцо останется в поле зрения курицы, и она его съест. Все. Гнездо почистила, закрыла и убрала лишнюю солому, которую натаскали туда куры. Ну, а про эту курочку я вообще молчу. Где зеленые яйца, никто не знает. Где голубые яйца, никто не знает. У меня только что был небольшой шок. Я только что очень сильно испугалась. Смотрю всех курочек здесь. И думаю, ну подожди, здесь же должно быть 5 курочек. И вспоминаю, здесь должна быть еще серая курочка. Думаю, ну все, наверное, забрал коршун. Хорошо, сетка есть. Перьев нигде нет. Если бы забрал коршун или забрал кот дикий, были бы какие-то перья. Ну хотя бы 1 или 2 перышка. Думаю, ну, может быть, она перелетела через сетку. Сейчас, думаю, соберу яйца и пойду посмотрю всех кур. Я знаю всех кур в лицо, можно так сказать. Думаю, сейчас пересмотрю всех кур. Может быть, она перебралась в соседний вольер как-то. Иду такая с ведром, выхожу, смотрю. Смотрите, кто там сидит. Это стенка, это бункерная кормушка. И смотрите, кто там. Ага. Вам видно, кто там? Ах ты ж бандитка. Я же тебя ищу. Я испугалась, что с тобой что-то случилось. Что там происходит? Я с ведром, хотя бы не перевернуть его. И сейчас будем смотреть, что там. Вам интересно, что там? Сейчас я попробую одной рукой. Так, а ну-ка. А ну, выходи быстро отсюда. Ну, конечно же. Горячие. И теперь
теперь я думаю, а может быть она их насиживала? Одно из них, вот это, горячее прямо. Это немножко прохладней. И эти 2 яйца надо положить отдельно. Вот эти 2 яйца я сложу в лоток отдельно. Вот она. Пряталась за гнездом и снесла там яйца. А я ее ищу. Где она делась? Где она делась? Вот так вот, видите, весной куры стараются прятать яйца. Поэтому я всегда говорю, в первую очередь ищите яйца. Вот она снеслась, и видите, сообщает всем, что она снеслась. Поэтому я всегда говорю, когда у вас нет яиц, ищите яйца. Сначала посмотрите везде по закоулочкам. И вот если бы я не заметила, что одной курочки нету, я бы эти яйца здесь так и не увидела бы. Эта бункерная кормушка у меня стояла по центру вольера. И вот когда шли проливные дожди, я решила ее сюда перенести. Теперь я ее верну сейчас на место. Убрала я бункерную кормушку отсюда. Вот сюда рядышком. Это бункерная кормушка от воробьев, от перелетных птиц. Механическая бункерная кормушка. Вот смотрите, как она работает. Курочка становится сюда на платформу, и кормушка открывается. Курочка уходит с платформы, и кормушка закрывается. Эту кормушку мы сделали сами, и у меня есть, кстати, видео, как мы ее делали. Там подробно я показываю, как ее можно сделать. Хорошо, что я заметила, что ее нету. А вот и яйца. Видите? То есть весенний сезон дает о себе знать. У кур срабатывает инстинкт насиживания, и куры начинают прятать свои яйца. В любых укромных местах пытаются соорудить себе гнездо. А вот такой вот у меня урожай. За 3 дня. Тяжеленькая ведерко. Вот стоит ведро с яйцами, и кур абсолютно оно не интересует. То есть это говорит о том, что эти куры яйца уже не едят.